Эхиноцея – одно из самых известных лекарственных растений в Соединенных Штатах. Каждый год миллионы людей принимают ее в сезон простуд и гриппа, покупают в виде чаев, капсул, сиропов и добавок, надеясь поддержать иммунитет. Но чем популярнее становится растение, тем больше вокруг него вопросов. Работает ли эхиноцея на самом деле? Помогает ли она организму, или это просто эффект ожиданий? Чтобы разобраться, важно сразу отказаться от крайностей. Эхиноцея – не чудо-средство и не пустышка. Это растение с реальным, но ограниченным действием, которое работает только при правильном понимании и использовании. Интерес к эхиноцее возник задолго до современной медицины. Исконные обитатели Северной Америки применяли ее при инфекциях, воспалениях, укусах и ранах. Со временем знания о растении перешли в народную медицину, а затем и в массовую культуру здоровья. В 20 веке эхиноцея стала символом натуральной поддержки организма, не агрессивного вмешательства, а мягкого сопровождения иммунной системы. Именно этот подход оказался близок многим людям в США, где ценится идея помощи телу, а не борьбы с ним. Самое распространенное заблуждение об эхиноцее – это вера в то, что она постоянно повышает иммунитет. На самом деле иммунная система – это не мышца, которую нужно все время стимулировать. Иммунитет – это сложная система баланса. Эхиноцея не делает его сильнее в долгосрочной перспективе. Она работает иначе. Она модулирует иммунный ответ, помогая организму реагировать более скоординированно, когда угроза уже появилась. Это важное различие, которое часто упускают из виду. Когда активные вещества эхиноцеи попадают в организм, они взаимодействуют с клетками врожденного иммунитета, теми, которые первыми реагируют на вирусы и бактерии. Эти клетки запускают воспалительный процесс и сигнализируют другим системам о необходимости защиты. Эхиноцея не запускает иммунитет с нуля и не заменяет его работу. Она лишь помогает этой реакции быть более точной и своевременной. Поэтому, если в организме нет инфекции, эффект от эхиноцеи будет минимальным или вовсе отсутствовать. Именно по этой причине эхиноцея лучше всего работает в самом начале болезни. Исследования показывают, что при раннем приеме она может немного сократить продолжительность простуды и сделать симптомы менее выраженными. Но когда заболевание уже в разгаре, ждать от нее серьезного эффекта не нужно. Эхиноцея не останавливает вирус и не лечит болезнь. Она не борется вместо организма, она работает вместе с ним. Научные данные по эхиноцее часто кажутся противоречивыми, и это вызывает скепсис. Но причина не в том, что растение не работает, а в том, что исследования используют разные виды эхиноцеи, разные части растения, разные дозировки и формы, от чаев до концентрированных экстрактов. Все это делает сравнение сложным. Тем не менее, в обобщенных обзорах отмечается: эхиноцея может сократить длительность простуды примерно на 1 день, но ее профилактический эффект не доказан. Это честный и взвешенный вывод, который важно понимать. Интересно и то, что эхиноцея влияет не только на иммунную активность, но и на воспаление. Она помогает избежать чрезмерного воспалительного ответа. Именно поэтому одни люди чувствуют заметное облегчение, а другие – почти ничего. Иммунная система у всех разная, и реакция на растение зависит от исходного состояния организма. Есть и причины, по которым эхиноцея не работает у многих. Люди часто ждут от нее эффекта, как от лекарства, принимают ее слишком поздно, используют постоянно или игнорируют индивидуальные особенности своего здоровья. Эхиноцея не предназначена для ежедневного и длительного приема. Она создана для коротких курсов и конкретных ситуаций. При постоянном использовании польза исчезает, а в отдельных случаях может возникать дисбаланс иммунной реакции. Особенно осторожными должны быть люди с аутоиммунными состояниями. В целом, эхиноцея считается безопасной для большинства здоровых взрослых при кратковременном применении. Однако возможны аллергические реакции и взаимодействие с лекарствами. Именно поэтому в США она относится к категории добавок, а не лекарственных средств. Несмотря на все ограничения, эхиноцея остается популярной не случайно.
Она не подавляет симптомы, а работает с реакцией организма. Она дает мягкий, ненавязчивый эффект и вписывается в философию осознанного отношения к здоровью. Возможно, ее главная ценность даже не в действии как таковом, а в том, что она учит людей прислушиваться к первым сигналам тела, а не игнорировать их. И главный вывод здесь очень простой. Эхиноцея – это не чудо и не обман. Это растение с реальным, но ограниченным действием. Она не лечит вместо организма. Она лишь помогает ему делать свою работу, если использовать ее вовремя и разумно. Если вам близок такой спокойный, честный и вдумчивый взгляд на растения, продукты и здоровье, поддержите это видео. Поставьте лайк, чтобы алгоритмы чаще показывали такие темы. Напишите в комментариях, пробовали ли вы эхиноцею и какие ощущения были у вас, ваш опыт может быть полезен другим. И если вам важно понимать, что на самом деле происходит с организмом, а не слушать громкие обещания, подписывайтесь на канал. Здесь мы будем продолжать говорить о природе, здоровье и пользе без мифов и без спешки.